Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У любимого мужа именины, значит будет вкусный торт на сковороде. А почему не в духовке? Потому что счастье мое даже ради тебя я в такую жару духовку не включу. Друзья, все будет очень быстро, просто и поверьте, вкусно. Вам никто не скажет, что этот торт вы испекли без духовки. Поехали! В кастрюлю выливаю 500 мл молока. Ставлю на огонь, пусть начинает греться. В миску разбиваю 2 яйца. Всыпаю 80 граммов сахара и все хорошо перемешиваю венчиком. Сильно долго не нужно, главное, чтобы яйца с сахаром объединились. Сюда же 40 граммов кукурузного крахмала, можно заменить на картофельный, разницы нету. Снова все перемешиваю, чтобы не было комочков. Все. Как раз и молоко начало закипать. Тонкой струйкой вливаю яичную смесь и размешиваю венчиком. Ой, какое красивое, желтенькое. Все до последней капельки. Ой, как хорошо. С каждой секундой основа начинает густеть. Продолжаю помешивать, потому что может пристать. Какой красивый, желтенький. Ох, Сережка, у тебя будет торт вкусный на день рождения. Друзья, это вот такой вот рецепт. Уже все так густенько. Жду первых пузырьков. Оп! Видно? С этого момента отсчитываю 30-40 секунд, чтобы крахмал хорошо-хорошо заварился. Красивый получился. Глянцевый такой, желтенький, блестящий. Выключаю нагрев и продолжаю помешивать первые секунды, потому что дно кастрюли нагрелось и еще идет процесс. И только сейчас добавляю ваниль. Это может быть ваниль или ванильный сахар, по желанию. Достаточно. Все. Так ванилька остается более ароматной, чем когда она просто покипит в молоке. Красота. Ой, я довольна. Глянцевый такой, видите, блестящий. Класс. Венчик оставляю в кастрюле и время от времени буду перемешивать, чтобы не накрывать пленкой и не образовалась корочка. Так и быстрее остынет, потому что коржи делаются, друзья, еще проще простого. Для коржей мне понадобится пол-банки вареного сгущенного молока, которое перекладываю в миску. Я ничего не отмеряю, друзья, это будет примерный вес граммов 180, потому что баночка 370. Вливаю примерно 80 мл молока и хорошо перемешиваю, чтобы сгущенка растворилась в нем. Ну а эту сгущенку я доем. Нет! Эта сгущенка, друзья, пойдет позже в крем. Масса должна получиться как жидкая сметанка, потому что вареное сгущенное молоко тоже бывает разной плотности и жирности. Сюда разбиваю одно яйцо. Сразу добавляю пол чайной ложечки соли. Снова хорошо перемешиваю. Надо это помешать. Точно. Ух! Хорошо, что у меня на кухне помощник есть. Мешаю, мешаю. Теперь мука. У меня здесь 300 граммов просеянной муки. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Это 5 граммов. А вот так на верхушечку, чтобы немножко здесь перемешать. Потому что муки может понадобиться или больше, или меньше. Зависит от размера яйца и, конечно же, от сгущенного молока. Все, начинаю вводить. Сначала большую часть, конечно. Вижу еще муки. Все, венчик убираю, перехожу на руки. И замешиваем мягкое эластичное тесто. По необходимости подбавляю муку. Ух, какое же оно карамельное. Как же оно вкусно пахнет. Торт получится, просто пальчики оближешь. Ой, Сережка, целовать меня будешь. А И на уже руках носить. Перехожу на стол. Доску присыплю немножко мукой. Ой, тесто какое хорошее. И еще немножко подмешаю. Сильно долго месить не нужно. Тесто получается мягким, эластичным, не липнущим ни к рукам, ни к столу. Все, можно делить на части. У меня каждый раз получается по-разному. 6, 7, 8 коржей. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Так, ну что, пополам. Еще пополам. Пусть будет 8 сегодня.
Как думаешь, справлюсь? Я думаю, да. Да. Эти кусочки перекладываю в сторонку. Те накрываю полотенцем, чтобы не заветривались. Уже можно и сковородку на огонь поставить, пусть греется. У моей 26 сантиметров диаметром. И, конечно же, крем помешать. Стол присыпаю мукой. Беру часть теста. Разминаю рукой, чтобы получился кружочек. Потому что у Ани с кружочками не лады. И начинаю раскатывать. Ну давай кружочек. Вот сейчас, Сережка, получится идеальный круг. Все равно квадрат. Ну что это такое? Научите меня раскатывать круг. Уже ж вроде иду с серединки к краям. От серединки к краям. Уже ж вроде ж мастер-класс смотрела и не один раз. Ну, прекрасный квадрат. Ну, будет квадратный торт. Главное, что от любимой жены. Вот, это главное. Сережа, у нас сковорода круглая. Я же квадратную принесу. Все, достаточно. Перекладываю корж на сковородку. Она у меня уже хорошо нагрелась. Накрываю плотно крышкой и выпекаю 1 минуту. А огонь под сковородой ниже среднего. А я быстренько снова присыпаю стол мукой. Все очень быстро, только успевай. И поехали. Через 1 минутку корж можно переворачивать. Опа. Еще 30-40 секунд. Коржи очень быстро выпекаются, поэтому только успевай катать их, да переворачивай. Все, готово. О, посмотрите, какой красавец. Пусть остывает. Ну а я продолжу. И последний. Конец. Какие-то 15 минут, и коржи готовы. Сколько штук? 8. В этот раз у меня 8 получилось. Крем. Еще тепленький. Нужно, чтобы хорошо остыл. Какой красивый, да? Но это же еще не все. Его же доделать надо. Это только заварная основа. Пока все остывает, подрежу свои квадратные коржи, друзья. Беру корж, крышку. Ой, и вижу, что здесь у меня, в принципе, в этом корже у меня все отлично. Ой, посмотрите, какие красивые коржи в середине. Пузырчатые, пористые. И они очень вкусные. Это мое. Во, соль обязательно добавляйте в тесто. Это хороший баланс. Тогда торт будет не просто приторный, а вкусный. Ну вот смотри, какой круглый, я получил. Но благодарю тебя, Сережка, за поддержку. Так, Аня, семья это не когда друг на друга смотрят, а когда смотрят в одну сторону и идут к одной цели. Я полностью с тобой согласна. Последний самый красивый. Они все красивые. Какой тортик получится высокий, красивый. Все остыло, можно заняться кремом. Для крема мне понадобится 200 граммов сливочного масла. Я его заранее достала, чтобы оно было мягким. Это важно, чтобы основа заварная и масло было практически одной температуры, комнатной. С помощью миксера взбиваю масло. Когда масло посветлело, стало пышным, добавляю сгущенное молоко, которое мы оставляли. Которые я не доел. Ой, друзья, прятать пришлось. Снова немного перемешаю. И начинаю частями добавлять заварную основу. По 1 ложке. И перемешивать. И так пока не закончится. Все, важно не перезбить. Куда? Все, друзья, обрезков нет. Торт я буду придумывать, чем украшать. Да, Сережа? Это же вкусно. А крем вкусный? Вот тебе лайк. Карамельный. Все, сейчас покажу. Посмотрите, какой нежный крем получился. Как пудинг, сама нежность. Посмотрите. Я бы так съел. Нет, Сережечка. Ты только отвернись. Я бдю. Мое самое любимое. Собираем торт. Доска, кольцо, корж, хорошую ложку крема,
Распределяю. Сверху снова корж. Снова хорошая ложка крема. С остальными коржами проделываю то же самое. Смотри, как я все четко угадала. И что, даже мне не останется? Разве что лопатки и миску пооблизывать. Да, прекрасно, и на верхушечку достаточно. Ну все, красота готова. Ставьте лайки, друзья, а я торт накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь. До утра. Есть. Наконец-то дождались утра. Достаем наш торт. Опа. Убираем. Пройдусь ножом. Ой, прекрасно все стабилизировалось. Та-да-да-да, та-да. Опа! Ух ты! Какой красивый. Сейчас подправим, украсим, и будет песня. Ой, друзья, здесь и подправлять нечего. Все просто идеально. Какой красивый, да? А чем же, Сережа, будем украшать? Вафелька, как я говорил. Обрезки съел, друзья, поэтому беру вафли. У меня шоколадные. Тарелку, терку и натираю. Какая крошка. 2-3 штучки будет достаточно. Все. И прилепляем. Он уже красивый. Угу. Также сверху хочу сделать небольшой ободочек. Подправляем, чтобы все было красиво. Угу. А теперь ягодки, друзья. У меня сегодня черника, малина и немного мяты. Начнем с черники. Легкая кислинка здесь будет в самый раз. Ух, какая-то я съем. Малинка. Чем тебе не праздничный стол? Ой, чем тебе не праздничный торт? Класс. Класс. Таки зелень красиво. Совсем чуть-чуть. О, красота. Красота. И сюда, третий. Все. Ну как тебе, красиво? Солнышко, хвали, что получилось. Разрезаем. Давай с этой стороны, чтобы та красота еще немножко побыла. Ух, идет прям как по маслу. И вот так вот. Я знаю, тебе этот кусочек будет в самый раз. Вот этот большой? Нет, Сережечка. Та-да-да-да, та-да, оп. Ух ты! Ну как там разрез красивый? Шикарный. Так, все, друзья, пробуем. Посмотрите, какая красота. Он прекрасно держит форму. Пробую. А имениннику дай, а потом будешь рассказывать. Сережа, Это мне. друзья мои, это очень вкусно. Торт получается сочный, он хорошо пропитался, в нем достаточное количество крема. Все вместе, это вареное сгущенное молоко дало торту такой приятный вкус, что это просто ням-ням-ням. Это просто песня, солнышко. Он тает во рту. Я не могу остановиться. Остановите меня. Ну, а чай? А с чашечкой кофе, у меня сегодня кофе. Все. Дальше можешь без меня. Я так и понял. Всем мирного неба, счастья, здоровья, благополучия. Сережка, счастье ты мое родное. Я тебя поздравляю с твоим совершеннолетием. Желаю тебе мыслей мудрых, позитивного настроя, жену добрую, ласковую и нежную, здоровье крепкое, долгих лет жизни. И чтобы ты всегда оставался таким же мудрым, справедливым, честным и порядочным человеком. Я благодарю, друзья, благодарю вас за внимание. Благодарю себя за этот шикарный торт. Получилось и правда очень вкусно. В общем, мы праздновать, а вам хорошего дня.